Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И вопреки всему, несмотря ни на что, вход на этот ролик традиционно для моего канала пишется на сам смартфон, который мы будем обозревать. И это Black Shark 4 Pro. Как вы заметили, картинка здесь хорошая. И это не NLP, я не планирую вас каким-то образом дезинформировать. Фронталка у него чуть ниже среднего, но основную камеру относительно четверки они допилили. Для чего это в игровом смартфоне, я не знаю. Но в принципе, игровой смарт за эти деньги, а я его брал на распродаже из России с AliExpress, всего он мне обошелся, по-моему, в 1035, плюс мне еще накинули баллов, плюс кэшбэки. В итоге вышел он мне в 33,5. И за эти деньги, спойлер, я считаю, что смарт просто великолепный. И мне лично, как взрослому дядьке, не особо нравится его дизайн. Плюс я не такой супер фанат-геймер, я, наверное, от этого отвалился где-то год назад, хотя поигрываю. Мне нравятся механические триггеры, хотя по поводу этого очень многие спорят. Я не люблю MIUI и все, что похоже на нее, хотя это Xiaomi, и, как вы понимаете, не особо сильно оно отличается. Мне нравятся аксессуары, которые Black Shark делает для своих смартфонов. Мне нравятся цены на эти аксессуары. Меня радует, как они остепенили 3 восьмерки, потому что это не самый горячий смартфон, который я тестировал на данном процессоре. Но особо я хочу обратить внимание, что хотя у него небольшая автономность, если его максимально грузить, больше 5 часов, почти 6. Но, с другой стороны, он со 120-ваттной зарядкой заряжается за 15 минут с нуля до сотки. Друзья, вы можете за 15 минут, пока вы пошли умыть лицо после 5-часовой игры, перезарядить смартфон с нуля до сотки. Что еще вам нужно? В целом, смартфон мне понравился, поэтому если вы заряжены на то, чтобы я его за 35 тысяч негативил, однозначно нет. Хотя критика, разумеется, будет. Поэтому смотрим обзор, пишем, у кого какие вопросы остались. Если вы владелец данного смарта, напишите, какие подводные камни, потому что прошло время, и в моем понимании прошивку они просто вылезали. И это уже не Black Shark 4, хотя тот тоже мне нравился. Смотрим. Пришел он довольно быстро. Это Black Shark 4 Pro. Подобных телефонов игровых было много. Но Black Shark отличается в первую очередь лояльным ценником и абсолютно адекватной для игровых телефонов оболочкой, аксессуарами. Допустим, у них идут наушники. Потому что если смотреть на Lenovo Legion, либо на Asus, ну это дорого. Это дорого, либо глючно, либо еще что-то. А Xiaomi-то в этом смысле молодцы. Коробка, как всегда, максимально глянцевая, максимально побитая, Hi-Res аудио, разумеется, на борту. Экран обещают HDR10+. Скрываем. Как всегда, акула, как всегда, внутри QR-код. Ура! Есть чехол с собой в комплекте. Чехол внешне выглядит дешево, но по ощущениям я вам сразу скажу, что он и по ощущениям дешевый. Для такого типа смартфона, конечно, могли бы что-то другое запихивать или не запихивать вообще. Ключ для извлечения сим-карт, блок на 120 Вт, что очень важно игрокам, и кабель для зарядки USB-A, USB-C. Довольно длинный, толстый, как и должен быть к такому блоку. По внешке мало что поменялось с прошлых версий. Обзоры, на которые можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Все, что можно от Xiaomi, я тестирую и покупаю. Разумеется. 2 симки, карты памяти запихивать нельзя. Это фейл, учитывая, что это игровой смарт, и у людей будет просто туча игрушек. По защитной пленке талиофобка есть, но она мне не особо нравится. Триггеры механические, как мы любим у Xiaomi-тов. Сразу, пока он включается, мы посмотрим, что они обещают нам в рекламе. В рекламе они обещают, разумеется, Snap на 3 восьмерки с поддержкой 5G сетей, которые нам не нужны, 120 Вт, AMOLED дисплей на 6,67 дюйма, большой, частота обновления экрана 144 Гц и по большому счету топ-1 в DxO марке по звуку. Звучание у него должно быть супер. Весит эта радость 225 граммов, и это абсолютный чемпион из тех устройств, которые у меня были. Такого тяжелого девайса у меня еще не было. 164 миллиметра высота, высокий, 76 ширина, толщина у него будет тоже, я чувствую, приличной. Нет, толщина адекватна, 11,1 и 10,4 мм. И, разумеется, сразу прилетело обновление. Я думаю, оно будет не одно, но это хорошо. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа. В феврале, разумеется, не 30-го. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам подробно об игровом смартфоне Black Shark 4 Pro. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах тыльной части. В моем случае
пластиковая тыльная часть имеет узоры и рамки из металла. Есть еще, кстати, белого цвета, еще и лимитированные версии. В руке без чехла держать удобно, вдобавок он не скользкий. Тыльная часть маркая, к сожалению, и отпечатки собирает она на ура. В корпусе расположена углубленная кнопка питания со встроенным датчиком отпечатка пальца, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, к сожалению, версии 2.0, хотя, с другой стороны, зачем здесь выше, потому что все-таки игрушки мы будем либо по Wi-Fi, либо через сеть загружать. Файлы скидывать какие? Фото, видео? Ну, такое себе. Микрофоны, динамики, 2 основных и 1 разговорный. Звучание здесь, разумеется, стерео, и оно действительно звучит отлично. Плюс на борту технология DTS Ultra для формирования объемного звука. Далее есть слот под 2 сим-карты, разъем мини-джек и вишенка на торте — это 2 всплывающие триггера, механические, не сенсорные. Плюс на тыльной части есть световой индикатор, который можно настроить, разумеется, под себя. И выглядит он классно. Официальной защиты от влаги нет, и вряд ли она нужна в игровом смартфоне. Но салазки прорезинены, то есть минимально он защищен. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,67 дюйма Super AMOLED с разрешением в стандартные 1080 на 2400 пикселей. И с одной стороны стандартный, с другой стороны это более чем достаточно. Матрица экрана абсолютно плоская, что хорошо. В игровом смартфоне водопад — это неправильно, согласитесь, а здесь его нет. Плотность пикселей 395 ppi, я считаю, это золотой стандарт. 100% широкая цветовая гамма DCI-P3 и HDR10+, также на борту. Пиковая яркость здесь космос, 1300 нит. При ярком освещении яркости, разумеется, достаточно, и бликов по минимуму. Хоть на улице играй летом. Частота обновления экрана 144 Гц, на выбор также есть 60 и 90. Автогерцовки не завезли, ну и тип экрана не соответствует автогерцовке. Тач здесь на космические 720 Гц с откликом всего 8,3 секунды. Вспоминаем Realme GT Neo 2, у которых тач на 600 Гц. Ну и помним, что всего 4 игрушки данную тему поддерживают. В работе тач именно в 4 Pro мне понравился. DC-диминг в наличии, работает он также при 144 Гц, и с ним шим уменьшается только на 50% яркости. А без включенного DC-диминга шим на 100% яркости 4,2%, на 50% 35%, на минимальной 21%, на нуле 17%. Значение не из лучших, но это уж точно не как у Samsung 110 и выше. У топовых Samsung, хочу отметить. Автояркость на борту и работает прекрасно. Быстро и без резких рывков адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Always on Display в наличии и полноценный. Далее, мультитач, конечно же, есть и без проблем берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает отлично. Завести отпечаток одного пальца несколько раз можно, но на работу самого сканера это, к счастью или к сожалению, никак не влияет. Распознавание лица срабатывает быстро и стабильно. Завести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G сетей, которые нам не нужны, и техпроцессором 5 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,84 ГГц. Графический процессор Qualcomm Adreno 660, интерфейс Joy UI 12.8, который похож очень сильно на MIUI на данный момент, и Android 11 версии. Оперативная память новенькая, LPDDR5 и доступна на выбор 8, 12, 16 гигабайт. Внутренняя память шустрая, UFS 3.1, можно сказать, максимум сюда запихали. И на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. Подумали они о геймерах, хотя помним, что карту памяти не запихать, и это эпичный минус для большинства. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G есть Band 7 и 20, они на борту, сеть мобильную ловит, звучание при звонках отличное. Запись разговора в стоке отсутствует. Опять же, программами можно установить, но это кому надо. Вибромоторчик топовый, он действительно работает отлично, и настроить можно только тактильную отдачу. Bluetooth последней версии 5.2, NFC поддерживает, и Google Pay встает без проблем. Из навигации на борту от GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, и GPS-тест на холодную среди высоток показывает стандартную точность для Qualcomm 3 метра. Емкость аккумулятора 4500 мАч. PC-Mark выдал очень скромный результат в 5 часов 26 минут, и осталось еще 20%. Тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 70% от родного адаптера питания за 9 минут, и полный цикл зарядки занял у меня 24 минуты, но первые 2 раза он заряжался с 0 до сотки за 15 минут. За час игры в Genshin Impact на максимальной графике и яркости улетает 37%, что довольно много. И грелся он до 50 градусов, лично у меня. Конечно, на ультра настройках графики все смартфоны дико греются, тем более на 3 восьмерках, и разряжаются быстро.
Здесь лично для меня это дело компенсировала зарядка, конечно, на 15 минут или у кого как получается там 24-20. Играть комфортно, фризов не было и яркость он не понижал. Использовать триггеров в том же PUBG Mobile лично мне очень удобно. Все это индивидуально и спорить на эту тему смысла нет, так как кому-то это может быть неудобно. Вдобавок очень радует, что производитель установил стереодинамики в такие места, где лично я не закрываю их указательными пальцами во время игры. Также, что очевидно для более удобного использования, на самом смартфоне есть все необходимое для настройки триггеров и всего остального. Беспроводной зарядки, естественно, нет. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходил вообще волшебно. 297 гипсов минимально, максимально 345 и в среднем 322 гипса на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1119, в мультикоре 3596, 3D Mark показал Wildlife 5903, Wildlife Extreme 1528, Wildlife Extreme Stress Test 1542, Wildlife Stress Test 5874, Slingshot и Slingshot Extreme, разумеется, на максимум. Данные Antutu порадовали и выдал он 825 тысяч попугаев. Storage тест показал 61 тысячу, это прямо очень круто. 45-минутный стресс-тест прошел он стабильно. Аппарат стабилен, если отталкиваться от тестов и от моей игровой практики на нем. Но нагревается он, разумеется, знатно. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основная широкоугольная на 64 мегапикселя, сверхширик с углом обзора в 120 градусов и макро на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS и снимает она без ограничений по времени. Вспоминаем OnePlus 9 Pro, который все еще с ограничениями в 5 минут снимает при 4К 60 FPS. Оптической стабилизации нет, но есть цифровая, которая отрабатывает даже очень неплохо. Фронталка маленьких размеров на 20 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 FPS, к великому сожалению. Хотя бы 60 бы FPS завезли, но нет. И находится она в верхней части экрана по центру. Камеры показали себя хорошо, конечно, в ночное время присутствуют шумы, но при просмотре на большом экране складывается ощущение, что их меньше, чем даже в смартфонах подороже от того же Samsung. 2 часа ночи, Мурина и игровой телефон решает абсолютно неигровые задачи. Black Shark 4 Pro, тест фронтальной камеры. Я понимаю, что многие говорят, что, допустим, у планшетов неважно какая камера, многие говорят, что в игровых телефонах вообще камеры быть не должно, но с моей стороны, я не знаю, я на это по-другому смотрю. Как раз большинство, кто играют в подобные гаджеты, более-менее серьезные, понятно, что игровых смартфонов много, это не самый дорогой, но все равно я уверен, что кто-то из полупрофов или людей, которые сильно вовлечены, пользуются данным смартом. Так вот, как именно работает фронталка, она важна здесь, потому что ты общаешься с кем-то, кто-то у тебя в окне висит во время игры. И роллинг шаттера нет. Ночью, как вы видите, несмотря на 1080p 30 fps, видно все довольно прилично, если остановиться тем более. Да, не особо все детально, но с другой стороны, для того, чтобы играть со смартфона и разговаривать по нему, более чем достойно. Хотя разрешение, опять же, такое скромное. Но с другой стороны, а что сейчас не скромного из разрешения у фронталок? У Samsung не так много девайсов, которые позволяют нам с фронтальной камеры говорить, что идет достойная съемка. Это, в принципе, точно неплохой вариант. Как говорится, печально, но факт. 4К 60 FPS может снимать Black Shark 4 Pro с основной камеры. Это съемка ночью. Все та же локация. Понятно, что есть искусственное освещение, которое отражается от снега. И за счет этого, возможно, даже лучшая съемка, чем днем. Если постараться снимать плавно, опять же с одной руки, сейчас картинку вы видите. Максимальный X при 4К 60 FPS 5. И, как и все от Xiaomi, снимает даже очень достойно, опять же, для игрового смартфона. Не знаю, чего еще от него хотеть. В принципе, свои деньги он однозначно отрабатывает. Я, наверное, как и большинство владельцев данного аппарата, в 2022 году покупал его на лютой распродаже за 35 с копейками. В итоге еще и с бесплатной растаможкой. То есть он был отправлен экспресс со склада на территории России. И я считаю, что такая железяка с такими возможностями за такие деньги, это прям очень хорошо. Но опять же, вам решать в ролике,
Я несколько раз напомню, что 15 минут до 100% зарядки — это очень-очень круто. Хорошо справляется камера. Не по-флагмански, но близко к состоянию субфлагманов однозначно. Понятно, что если вы купите 11T Pro, который реально приобрести за 32 сейчас на сейлах, либо даже 11T, который реально купить за 27, за 26, за 25, возможно, они будут лучше. Невозможно, а точно. Еще минимум фронталки ночью. Много неоновых огней, но зайчиков девайс не ловит. Почти. Решил я девайс не жалеть, немного сложных условий обстановки. Фронталка. И немного основная камера. Опять же, в переходе. Странно так тестировать игровой девайс, правда? Но почему бы и нет? 4К 60 FPS, Xiaomi Black Shark 4 Pro. И съемка с двух рук. Поверхность сами видите. Миссия, как говорится, не растянуться. Надеюсь, микрофоны пальцами я не закрыл. Картинка в плане красоты, конечно, не фонтан, но вот такая суровая реальность а-ля зима по-петербургски. День, фронталка Мурина, съемка с одной руки. Вот сейчас вы видите, как она отрабатывает. Если остановиться, все намного лучше. Как мне многие пишут, никто не снимает на телефон сейчас. Саня, только блогеры. Никто не снимает в движении. Ну, в общем, чтобы вы видели и так, и так. Роллинг шаттера, главное, нет. Ни днем, ни ночью. Камеры, главное, не потеют, в отличие от Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Но, с другой стороны, снимает он, конечно, хуже. Потому что, напоминаю, что проблема с запотеванием ушла, во-первых. Во-вторых, мне народ пишет, хотя не владельцы, что кто-то в форумах уже получал партии без запотевания линзы. Ну, хорошо. Пока не увижу, не поверю. Еще закажу. Смотрим. Минусы. Смартфон действительно очень сильно греется, вне зависимости, играешь ли ты на нем или смотришь видео на YouTube. Далее, кнопки, как и триггеры, имеют хороший такой люфт. Отнести к минусам то, что у фронтальной камеры нет 60 FPS, с одной стороны хочется, так как смартфон, учитывая, что он заточен под игры, все равно удобен даже в повседневной жизни. С другой стороны, его покупают только для игр, наверное, в 99% случаев. Цену вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я ее озвучу и в конце, и в начале озвучивал. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Али последнее время мало того, что промики постоянно выгружают, еще и купоны. Но вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, несмотря на то, что операционная система у данного смартфона фактически копия MIUI, несмотря на то, что Xiaomi последнее время разочаровывают, это Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, запотевающей линзой. Спойлер, она уже не потеет, обзоры на канале, обзоры с примерами того, как это дело работает после того, как проблема решена. А проблема решена через наши любимые Antutu двумя прогонами. Я считаю, что Xiaomi молодцы, этот смартфон годный. Понятно, что он прошлогодний, понятно, что 3 восьмерки. Не рекомендовать его, у меня язык не повернется, потому что он универсальный. Смотрите, у вас, ладно, игровой внешний вид, но он хорошо снимает, у него нормальная камера, у него эргономичный дизайн, несмотря на странность, он не такой и огромный, как ожидалось. У него классные триггеры и очень, по мне, неплохой экран для, опять же, смартфона игрового. Потыкать его пальчиками, потрогать, поюзать можно практически в любом магазине. В больших городах они есть в продаже. Если вам заходит этот дизайн, если вы не против MIUI, если вам нравится Xiaomi, то однозначно, как игровой смарт, он вам 100% зайдет. Как полуигровой тоже. Вы сами видите картинку, она не ужасна. Я очень удивлен, может быть, меня все еще переполняют эмоции, но я так не думаю. Объективно 3 восьмерки это неудачный процессор. Объективно данный смартфон не предназначен под то, чтобы вы снимали постоянно. И объективно у него крайне низкая автономность.
Но что вы хотели от игрового смарта на максималках, когда он жарит как печка? Спасибо за просмотр. Пишем в комментариях, что еще купить для обзора. IQOO от Vivo 9 Pro, который стоит почти $1000. Скорее всего, завтра на канале, может быть, послезавтра. После него GT2 Pro, и после них будет несколько дешманских смартфонов. Но я думаю, они вам тоже будут интересны. А потом я на все это на лайв-канале сделаю сравнение по камерам. Не знаю зачем, не знаю для кого, но я думаю, кому-то будет полезно. Смартфону однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.